Всем привет! Вы на канале коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю банкноте РСФСР 500 рублей 1922 года. Параметры банкноты. Размер составляет 197 на 110 мм. Материал тонкая бумага сероватого оттенка. Водяной знак, повторяющийся шестиконечные звезды, образующие шестиугольники. Данная банкнота была введена в обращение в ходе деноминации, проводившейся с декабря 1921 по апрель 1922 года. Использовались в качестве средства платежа до 1 октября 1923 года. Лицевая сторона разделена на две части: узкое белое поле слева без рисунков и надписей и широкое справа, заполненная сплошным фоном, состоящим из повторяющихся чисел 500 и слов РУБ, расположенных по диагонали. К центру фон плавно меняет цвет. Посередине находится сложная фигурная рамка с узорами, в ее углах, а также вверху и внизу посередине расположены гелиширные розетки с числом 500 внутри. Слева и справа крупные розетки с указанием номинала. Число 500 ниже слова рублей. Внутри рамки наверху находится герб РСФСР образца 1920 года. Под ним в две строки государственный денежный знак, далее указан номинал прописью в две строки – 500 рублей. Под номиналом обеспечивается всем достоянием республики, ниже имеются подписи главного кассира и народного комиссара финансов. А внизу серия и номер серии. Оборотная сторона состоит из двух полей: узкого белого поля без надписи, рисунков справа и широкого цветного слева. Цветное поле имеет фон в виде повторяющихся чисел 500. Посередине сложная фигурная рамка с узорами. По углам, а также вверху и внизу посередине находятся гелиширные розетки с числами 500. Вверху и внизу по две более мелких розетки с числами 500. Центральная часть рамки также имеет фон в виде чисел 500. Посередине в обрамлении барельефов надпись: 1 рубль выпуска 1922 года равен 10 тысячам рублей всех ранее выпущенных образцов и обязателен к приему согласно этого расчета для учреждений республики и частных лиц. Далее под чертой год выпуска банкноты 1922. Внизу находится рамка с надписью в две строки. Подделка преследуется по закону. По бокам две крупные розетки с указанием номинала, число 500 ниже слова рублей. Теперь рассмотрим цену банкноты 500 рублей 1922 года. Разделяют 500 рублей 1922 года по разновидностям подписей кассиров. Могут быть с подписями Беляева, Дюкова, Козлова, Колосова, Ложкина, Оникова, Порохова, Сапунова, Селява, Силаева. Подпись народного комиссара финансов не отличается, везде стоит Крестининского. Определите, какие именно у вас, и запомните. Начнем с банкноты с надписью «Образец». Цена такой банкноты в состоянии Fine составляет 25 тысяч рублей. В состоянии Very Fine цена составляет 35 тысяч рублей. А в сохранности Extremely Fine цена составляет 60 тысяч рублей. Теперь переходим к стандартным банкнотам. Они могут быть с подписями кассиров Беляева, Дюкова, Козлова, Колосова, Ложкина, Оникова, Порохова, Сапунова, Селява, Силаева. Цена данных банкнот в состоянии Fine составляет 3500 рублей. В состоянии Very Fine цена составляет 8000 рублей. А в сохранности Extremely Fine цена составляет 18 тысяч рублей. Напоминаю, что очень многое зависит от степени сохранности банкноты. Коллекционеры в редчайших случаях приобретают банкноты в плохой сохранности. Только состояние Uncirculated действительно коллекционное. Данная сохранность – это абсолютно новая банкнота в безупречном состоянии. На ней нет ни малейших помятостей, уголки идеально острые и чистые, и вся банкнота идеально ровная. Цена банкноты в состоянии Uncirculated и цена банкноты, походившей в обороте, может отличаться в сотни раз. Если же у вас есть банкнота 500 рублей 1922 года, то не забудьте написать об этом в комментарии. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал.
До скорых встреч!